Друзья, всем огромный привет! Сегодня рецепт маринованных грибочков на зиму. В этом видео покажу, как я рассчитываю точное количество маринада, то есть нужное количество воды, которое нам надо добавить, нужное количество соли и уксуса, для того, чтобы вот такие вот собственноручно собранные красивые грибочки сохранили на зиму максимально свой вкус, аромат, и после хранения не было вот этого синтетического такого привкуса столового уксуса или уксусной эссенции. И вот для этой цели я буду использовать натуральный яблочный уксус, который придаст еще дополнительно аромат и вкус нашим грибочкам. Грибочки, которые мы собрали, очищаем от грязи, чистим и обязательно нарезаем на нужной величины нам кусочки. Ну вот ножки на кружочки я нарезаю, там на двое, на 4 части, как вам нравится. Хорошенько обязательно грибы надо промыть после этого в 2-3 водах и будем варить. Варю я грибы 2 раза по 15 минут, каждый раз промывая. Или же, если очень большое количество грибов насобирали, тогда можно, и видите, что вы не успеваете, очень много времени занимает, можно варить их один раз, но все равно, конечно же, на протяжении 30 минут и хорошо промываем. И грибочки уже чистые, промытые и сваренные. Теперь надо рассчитать точное количество маринада. Я буду консервировать в 1-литровых банках, поэтому насыпаю грибочки, отмеряю количество грибов 1-литровыми банками. Но должна баночка быть доверху, где-то на 1/3 часть, не полная. И если вы, соответственно, делаете в 700-граммовых или пол-литровых баночках, точно так же еще нужен уксус яблочный обязательно. У меня на этикетке написано, что это 100% натуральный продукт, который получен в результате уксусного брожения. Это подтверждение того, что уксус натуральный. И нужен еще перец горошком, лавровый лист и вода. Воды я добавляю из расчета на 1 баночку таких грибов, это пол-литра воды. Соответственно, на 4 банки грибов мне надо добавить 2 литра воды. 2 литру воды добавляю. Все хорошо перемешиваю и будем добавлять специи. Конечно же, в качестве специй я использую только лавровый лист и черный перец. Перец душистый и обычный горошком. Из расчета на 1 баночку где-то пол чайных ложечки. 2 чайных вот таких с горкой ложки горошка перца я добавила. И лаврового листика я добавляю, где-то листика 5-6, добавляйте по своему вкусу. Может, кому-то мешает или вообще не любит, лавровый лист очень хорошо с грибами дружит. Дальше соль и уксус. На этом этапе добавляется только соль. Это 1 столовая ложка, не полная, без горки, из расчета на 1 литр грибов. У меня, соответственно, 4 столовых ложки соли. И дальше отправляем, все перемешиваю, отправляю вариться. С момента закипания засекаю 15 минут. И все варится, и еще дополнительно грибочки впитывают ароматы перчика, лаврового листика, пропитываются ароматами. И по истечении 15 минут добавляем уксус. На 1 литр грибов это 4 столовых ложки 6% уксуса. И, конечно же, если вы добавляете обычный уксус столовый 9%, тогда будет достаточно 2 столовых ложки уксуса. Читайте обязательно на упаковке, чтобы это был 100% натуральный продукт. Если на этикетке написано, что в составе это обычный
уксус или уксусная эссенция с добавлением яблочного сока, то это не есть натуральный уксус. Такой, конечно же, лучше не использовать. Поверьте, что грибочки вот с таким натуральным уксусом, вся консервация намного ароматней и аппетитней, и, конечно же, полезней, чем с обычным столовым уксусом. Заполняю банки, заливаю до самого верха маринадом и накрываю крышками. Банки обязательно стерильные, крышки тоже я кипячу. Закручиваю, закатываю банки, переворачиваю вверх дном. Укутывать не надо. И вот такие аппетитные ароматные маринованные грибочки на зиму получаются. Друзья, если вам было интересным мое видео, не забывайте оставлять свои комментарии, лайки, для меня это очень важно. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой канал, кто не подписался. Не забывайте про колокольчик, если хотите быть в курсе моих новых интересных видео. А я с вами прощаюсь. Пока-пока. С вами была Виктория.